Привет, друзья! Планировал в прошлый раз записать прохождение сразу двух этапов, как в принципе делал это на самом начале прохождения Kingdom Rush Origins. Но меня так закрутило на землях Грифона среди гнолов, гиен, перифонов и вообще всего вот этого вот вражеского добра, что по итогу решил сделать паузу и вот сейчас уже как бы отдельно записать прохождение следующего этапа. Да и в принципе видео получается уже такие довольно продолжительные, не так как первые левелы, которые я там проходил за 2, за 3, за 4 минуты, даже в принципе не используя ни одной башни. Ну, геройчик был довольно мощный, там Дюрекс, он прям просто восхитительный, в отличие от предыдущего, а играл я вот этим вот пандаконфуистом синим, и в принципе, ну, герой, знаете, такой себе, довольно спорный, и я думаю, что, конечно, есть те, кому этот герой нравится, но я на самом деле не отношу себя к их числу. Как по мне, герой такой довольно медлительный, скучный, неинтересный, там, как саппорт, если брать, например, в сравнении там при поддержке его, то, например, вот Кета, она мне понравилась намного больше. И вот эта Пикси, она, ну, действительно прекрасно держит оборону и хорошо взаимодействует с юнитами. Да и вообще герой неплохой, ну, просто много кто хейтит, и я даже помню опрос проводил, так был момент, когда у нее вообще ни единого голоса, ни единого балла за нее не было. Ну вот она для меня, например, поинтереснее, повеселее синя. Ну ладно, это все, знаете, как бы направление вкусов, и тут можно спорить, дискуссировать, рассуждать довольно долго, но мы не будем с вами на этом останавливаться, а заюзаем следующего геройчика. Это Рац и Стежок. Да, вот такой герой, симбиоз как бы двух персонажей, то бишь вот такого вот интересненького героя-карлика. Кстати, этот герой-карлик, он второй, как бы по большому счету, вот в серии Kingdom Rush, и на этот момент был в Origins, после Хаксоу, пильщика, может помните. И они как бы между собой по большому счету не связаны, потому что они не похожи ни образом, ни техникой ведения боя. Хотя по большому счету и тот изобретатель, потому что тот себе создал такой биокостюм величественный, в котором он ходит, а этот просто вот шил себе вот такую тряпчаную куклу, на которой теперь восседает и вот будет сейчас злостно наваливать врагам. Как и синим, я его докачал до 8 уровня, можно было до 10, этот качается, кстати, намного веселее, динамичнее и быстрее. Но опять-таки мне стало лень качать на 10 уровень, я не уверен, что я потом этим героем буду как бы играть и другие этапы. Поэтому давайте прокачаем его навыки. Это у нас в лоскутки, на 3 секунды превращает врага со здоровьем, давайте на максималочку, вот на 7 секунд превращает любого врага в союзную тряпичную куколку. Вот так вот, одну, правда, только. Камикадзайцы. Бросает бой 12 зайчат, при столкновении они взрываются и наносят по 30 очков урона по площади. На самом деле довольно неплохая вещь. Злой карлик Рац заклинает случайный предмет и швыряет его в цель, нанося от 75 до 135 очков урона. Способка, конечно, довольно прикольная, интересная, но у нее время перезарядки, ну, такое как бы тоже немалое. Крушила. Стежок бросается в бой, оглушая врагов и нанося до 120 очков урона за 5 секунд. Вот это интересная и классная на самом деле способка, потому что бьет по площади и довольно интересно размахивается. Так, и вот у его ульта это перевертыш. На 6 секунд превращает до 10 врагов в союзных тряпичных кукол. И на этом, в принципе, у меня все останавливается и завершается. Так, ну что, друзья, давайте рванем тогда в следующую кампанию, следующий этап, а это у нас Рокхендж. Война в самом разгаре. Мы то атакуем, то отступаем, но каждая 5 земли дорого обходится нашим врагам. Вам же, генерал, приказано отступить к волшебному лесу. Великие друиды всегда были нам друзьями, но идя по этим волшебным землям, мы постоянно ощущаем чьи-то злобные взгляды. Давайте, друзья, мы отправляемся в новый неведанный этап. Так, а вот и наши комиксы. Эльфийской принцессе пришлось искать помощи в Линерии. Тем временем враги теснили
ее войска вглубь волшебного леса. Нужно найти безопасное место. Святилище. Это место под защитой рун друидов. Секундочку. Эти руны вырезали не друиды. Это руны сумеречных эльфов. Вот так вот, друзья. Вот тут вот мы уже с вами встречаемся с сумеречными эльфами. Хотя, по большому счету, мы уже как бы с некоторыми представителями пересекались. Именно в этот момент Алерия отправляется в Линерию за поиском помощи королю Динасу. Точнее, на тот момент еще принцу Динасу. И вот где-то вот в этот момент там она договаривается о помощи. И потом уже король, точнее принц Динас уже подключается как бы в батле вот во всей вот этой движухе. Кстати, где-то в тот же момент и Везнан присоединяется тоже к этой общей тусовке. Так, открыта новая башенка. Это каменные друиды 4 уровня, строение великих друидов. Великие друиды повелевают природой, подчиняя себе землю, зверей и духов. Кстати, очень-очень-очень классная и замечательная башенка. Вот эта вот артиллерия, вот это вот башня друидов. Но этот помедлее, конечно, будет. И вот, ну, образ, дизайн этого героя, ну, блин, ну, вот, я не знаю. Он оригинальный, вопросов нет там, как бы. Ну, вот он, ну, мне этот герой как-то не очень импонирует. Но, в целом, честно вам скажу, реально, правда, я немножко вот мнение по нему поменял. Так, давайте мы, наверное, что магов. У меня маги не полные, я магов еще не юзал особо. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Так, ладно. Давайте пока вот так вот мы сделаем, наверное. Вот этих вот лучников я использовал по полной программе. И они мне безумно нравятся. Они реально очень-очень-очень классные. Так, у нас одна точечка, в принципе. Сразу 3 линии спавна врагов. И будем вот с ними заниматься. У нас еще есть вот такие вот интересные интересности цветочки. Но они пока не активны, пока не запустили волну, друзья. А вот эта вот локация, это если вы смотрели Астерикс Обеликс, серия мультиков и фильмов. Ну, такие довольно интересненькие. Вот как раз у нас вот Обеликс жрет кабанчика. Вот так вот по красоте, кстати. Вот это дело он любил всегда и постоянно. Вот я не знаю, дается за это пасхалочка какая-то, ну, типа достижение или нет. Наверное, не дается. Но жрет он, конечно, внушительно. Блин, аж самому есть захотелось. И вот это как раз действительно у них там друид был, который зелье варил. И вот он такой довольно интересный волшебник, чем-то на Гендальфа похож. Так, ладно, все. Давайте мы начнем нашу игру. Первая волна. И вот пошли у нас, друзья, сумеречные истязатели, с которыми мы по большому счету уже пересекались. Сама способка рация стежка тоже довольно неплоха, довольно интересна, но использовать ее необходимо, народ, ну, скажем, с умом, и тут необходимо как бы посматривать, чтобы, во-первых, они находятся в стане, во-вторых, ну, имеется в виду, они ожидают прихода своих врагов, поэтому желательно ульту использовать до... Ту-ту-ту-ту-ту. Вот я уже и этот. И стежка потерял, и рация. Заговорился, и все, в принципе, упустил этот момент. Так, давайте мы следующую волну вызовем. То у него со здоровичком, ну, не особо выходит. Или вот просто его сумеречные истязатели так нормальненько зафигачили. Дальниками, так, хорошо. И вот с куколками необходимо быть как бы на чеку, друзья, на чеку. То есть, ну, имеется в виду в момент использования ульты, вот, например, вот идет первая, как бы, первый отряд, и за ним идет сразу второй. Вот если мы застанем как бы врасплох нашей ультой интересненько первую волну, они потом вот дождутся прихода следующей и будут сражаться друг против друга. Кстати, здоровье тряпчаные куколки сохраняют. То есть, вот, например, у этого вот там сколько процентов, не знаю, 30 осталось здоровья. Такое вот оно будет и у куколок. И урон тоже, соответственно, неплохой. Так, давайте возьмем следующую волну. Это у нас, кстати, будет третья волна. Так, давайте друидика, наверное, прокачаем. Буду держать оборону на вот этом вот пятачке, потому что вот здесь вот будут у нас подходить враги. И вот здесь
здесь вот они будут как бы так сокращать, злостно будут сокращать путь прохода к моим точечкам. Так, хорошо. В предыдущей кампании я использовал только лишь казармы, и было на самом деле неплохо. Неплохо отыгрывало, замечательно проходило, как бы, вот давайте вот заюзаем мы сейчас вот с вами куколок, и вот то, о чем я говорил. Вот они стоят, наблюдают и, в принципе, ожидают, пока враг к ним подойдет. Но есть и своя вот определенный нюансик использования этой ульты. То бишь, можно скучковать врагов, но при этом надо не забывать, что в какой-то момент остаток наших тряпчаных куколок вновь превратятся во врагов. И тут вот уже могут возникать определенные проблемки, друзья. Так, хорошо. Будем с вами, друзья, держать оборону. В чем, скажем, такой, может, плюс или момент интересный вот расы из стишка, это бесплатный герой. И вот на самом деле, в отличие от того же Синя, который, реально бабла стоит, то вот раз у нас он геройчик бесплатный. И играется он тоже довольно интересно и занимательно. Ну, как по мне, вот тот момент, тот период, который я им отыграл, то, он мне показался ни хуже, ни слабее Синя. И если его микроконтролить, вот так вот двигать постоянно, как бы здоровечко у него вот 525 на 8, на 8 уровне прокачки, 16-25 урон. Урончик как бы, да, такой не самый-самый-самый там значительный. Давайте вот здесь вот куколок сделаем, поставим. И вот сейчас вот эти вот куколки будут наших паучков сдерживать. Давайте вызовем следующую волну. Может и зря я вот это вот вызываю, как бы, так быстро волны. Давайте мы разрядим немножечко обстановочку, вызовем Мишку, вот замечательно, еще одного дополнительного юнита. И будет вот все хорошо. Вот они такие вот срезают здесь бессовестные, срезают путь и пытаются вот так вот ко мне пробраться. Плюс дополнительно вот стишок отдельную свою, скажем, вот имеет способность, превращает также врага в тряпичную куколку, но при этом, к сожалению, вот вновь эти куколки возвращаются назад. То есть, возможно, это, знаете, это был бы, прям вообще жуткий такой дисбаланс самого героя, если бы эти тряпчаные куколки не превращались назад во врагов. Но это было бы на самом деле очень круто, как по мне. Это было бы реально шикарно, и это было бы восхитительно, если вот такая вот, такой момент сохранялся. А не выходило так, что я вот там куколок заспавнил, они там чуть-чуть пободались, там 7-10 секундочек, да, и потом хопа, вновь они такие вот вернулись в свой прежний облик. Так, хорошо, давайте так вот подпустим его сюда. Да, кстати, он когда использует свой молот, такой вот могучий молот, если в этот момент начать его двигать, способка теряется. То бишь вот она как бы останавливается. Так, давайте вот сюда вот куколок сделаем, пусть они вот остановят движущихся врагов. Плюс есть вот враги, которые обладают дальней атакой, и в принципе их те же самые сатиры, головорезы, они их контрят. Так, хорошо. Здесь вот так давайте мы сделаем, наверное, лучничков докачаем, тоже докончаем. И вот сейчас вот как раз своим молотом фигачит по полной программе. Вроде бы даже по способке там идет, такой момент типа время молота. То есть, знаете, вот как вы помните, время молота это у нас фишечка была в первую очередь Малика. То есть, как бы вот из первого Kingdom Rush. Что интересно, Малик у нас будет появляться еще на доп миссиях вроде бы. Поэтому все еще впереди. Так, давайте вот арту сюда тоже заставим. Так, давайте вызовем, наверное, следующую волну следующую вызовем. Паучки побежали. Так, раз тут разматывает по красоте. И мне на самом деле было бы неплохо сейчас, вот, чтобы
Красивенько. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Хотя нет, нормально живем, друзья, живем, нормально справляемся. Я уже хотел было молнию начать юзать, но пока держимся, пока справляемся и пока вот Рац очень даже неплохо разматывает и ушатывает от всех врагов, которые сюда вот бегут. Так, ладно, теперь давайте, наверное, вот мы молнию все-таки используем молнию. Вот эти, конечно, у них хорошая физброня, да, вопросов нет, но, в принципе, получается их немножечко по чуть-чуть сдерживать. Сейчас вот вызовем еще одного мишку. Можно было бы тоже где-то сюда, что ли, арту поставить. Так, давайте отведем Раца, потому что сейчас вот я чувствую, его потеряю. Так, давайте вот сюда, наверное, мы тоже вот арту поставим сюда вот друидов, и вот пока вот так вот будем справляться, друзья. Так, хорошо, у меня 2 башни волшебных лучников и вот 1 друид и 2 на подходе. Но нужны монетки, и в принципе... Так, давайте цветочки используем. Забыл про цветочки, елки-палки. Как я вот это мог забыть про цветочки эти дикие такие? Сразу же мне, знаете, дают отсылочку на Альянс и мини-компанию Древний Голод к Сильваре. Она там тоже вот спавнила цветочки, которые там либо хорошо хилили, либо вот, ну, отравляли врагов. Так, давайте. Так мы, наверное, сделаем. Давай, красавчик, давай. Вот так вот мы сделаем тоже. Немножечко сюда вот поставим тоже подкрепленице поставим. Так, что у меня... Не, у меня пока с баблишком траблы, ничего у меня хорошенького не происходит. Ну, теперь вот можно прокачать друида. Теперь вот все уже по красоте получается. Чувак, ты где лупишь? Ты чё там? Там никого нету. Ты просто себе так по земельке настукал. И с этим вот все, пожалуйста, и прошло. Так, давайте вот так вот мы, наверное, сделаем немножечко. Тут у меня вот паучишечки бессовестно заматывают мое подкрепление. Так, хорошо, давайте вот теперь вот друида закачаем. Сюда вот мишек, наверное, подгоним немножечко. Мишек. Так, давай, Рац, давай. Кошмарь, уничтожая этих вот ненавистных паучков. Тоже, кстати, паутинчики, такая себе какашка на самом деле. И вот он не заматывает моих юнитов. Так, что у нас, друзья? 12-я волна. Неплохо идем, друзья. Давайте еще вот эту тоже способку качаем. Кстати, классное вот сильванское проклятие. Рац обладает, ну, безумно таким низким уровнем движения. Поэтому этот момент на самом деле тоже необходимо учитывать. И он в большей степени, знаете, такой как бы вот герой, ну, именно одной точки. Это вот как Дянь-Юнь, да? Ну, Дянь-Юнь, конечно, покруче будет. Так, давайте мы вот так вот тут мы сделаем, наверное, тряпчаных куколок. Пусть они тут хоть чуточку нам да помогут. Вот в этот момент помогут. Так вот. Ну, у Дюниня просто у него немножко способность покруче. Так, давайте мы, наверное, все-таки сделаем. Вот так мы сделаем, потому что я видел, что я не вытягивал. Так, я знаю, что мне сюда надо, друзья. Я сюда сейчас золотых луков посажу, наверное. И они у меня, в принципе, будут перекрывать эту линию, сюда будут отстреливать. И, в принципе, должно быть неплохо. Так, давайте здесь вот так вот цветочками зафигачим пока. Тем более, вот они вот пытаются вновь-таки обходить... так бессовестно обходить мою оборону. И, в принципе, мы их тут придерживаем. Так, давайте подкормим. Бабиликса немножко подкормим. Давай, дружище, похавай за нас, потому что я вот это тоже немножко проголодался. Так. Блин, у меня нету золотых луков. Ну ты, ё-моё, ну что это? Прошлое я там, конечно, тоже заигрался слегка с хихиение, и это было жуть, реально было жуть. Там просто так отоблажаться в финалочке, друзья, если вы смотрели это видео, гляньте, там я, конечно, с финальным босс-файтом я там провалился по полной программе. Ну ладно, я уже все равно не буду как бы, ну, продавать
не буду эту башенку, пусть она у меня уже здесь будет, пусть у меня здесь магические луки накидывают тоже. Вот у меня будет такой вот симбиоз арты и лучников. Кстати, очень даже неплохой. Я тем более, собираюсь, у меня есть проект по прохождению Kingdom Rush Reborn, в моде Reborn, элиток только лучниками. Ох, народ, там... Я еще не начинал, но я просто чувствую пятой точкой, что я там буду потеть просто люто жестко, дико буду потеть. Так, давайте мы вот так вот тут мы сделаем. Здесь поставим, сюда поставим тряпчаных куколок. И пусть вот они как бы тоже наматывают. А этих взяли и замотали. И все, и на этом мы распрощались с моими тряпчаными куколками. Давайте вот так, наверное, давайте вот так вот мы бахнем немножко молнии. И... Потому что как-то они меня напрягать слегка стали. Так, давайте здесь вот тоже друида докачаем друида. И, в принципе, у меня 2 полных фуловых друида. Это меня не может не радовать. Классная вот эта вот способка с уроном по площади, притом магическим уроном, прям мне не может не нравиться. Восхитительно. Так, тем более у паучков, как и во всех частях, у них магическая защита. Ну, Давайте дикого мага заюзаем, что ли. Я дикого мага заигнорил на прошлом этапе, хотя мне его выдали. Мне выдали дикого мага, но я его заигнорил и играл чисто казармами там. Вот такой вот я был самоуверенный. Но башенка очень классная. Вот у меня есть печать распада. На 10 секунд лишает одного врага волшебных способностей. Классная штука, хорошая, но лучше использовать лесная жуть. Взрывает врага, нанося 8 очков урона всем соседним. Так, что у нас тут происходит? Что тут у нас за движуха? Хорошо, что он его в тряпчаную куклу превратил. Потому что я, если честно, завтычил. Вот тут слегка затычил. Так, наверное, прокачаем здесь вот такой пыльцу. Пыльцу лучников. Ай, подремают, если вдруг что. То мало ли, вдруг я вот ненароком действительно кого-то пропущу. Вот тут заговорюсь с вами, друзья, и не замечу, как один из врагов пройдет. А зная свою болячку пропускать, то это прям... Я вообще удивлен, как я еще на 15-й волне не пропустил ни одного врага. Хотя на самом деле все еще впереди. Так, давай, подходи, я тебе сейчас А теперь вот так вот тут тряпчаные куколки заделаем. Давай, беги. Что ты тут остановился? Давай, пока эти в тряпочках здесь, то в принципе можно и побегать. Так, давайте вот так вот мы сделаем. Ух! Хорош, только что врага тому дикий маг закинул. Это, конечно, было классно. Так, давайте мы, наверное, вот так вот молнии жбахнем. Это вроде бы уже победа. 3 звезды на изи, друзья, на изи. Этот уровень мне удалось сохранить все жизни, все 20 жизней и пройти довольно быстро, без каких-либо проблем и без каких-либо, там, не знаю, неожиданных поворотов. Надеюсь, вам было интересно. Прекрасный этап. Это, кстати, вот видите, мы находимся в таком вот замечательном, великолепном вот волшебном лесу. И, блин, прекрасный пейзаж. Замечательная карта, и мы сюда еще обязательно с вами, друзья, вернемся. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. До новых встреч, пока.